Всем привет, мужики! Долго не снимал, не показывал этот трактор, был на ремонте. Вот сейчас выехал, менял диск сцепления и так по мелочам. В общем, сейчас я покажу. Снял коробку передач с трактора. Так, что здесь? Вроде бы не видно, чтобы масло выгоняло, но вот есть такие пятна. Скорее всего, гонит, он побалтывается, первичный вал, и выгоняет потихонечку масло в сцепление. Ну, я что до сцепления не добрался. Здесь вот понахимичено. Ну, ставил же я, когда не было кабины. А теперь нужно мудрить, как снять. И вот, где опорный подшипник в маховике стоит, вот зализано это я, наверное, проморгал с размерами и чуть длиннее вал сделал. Это я обрежу чуть-чуть. Оно у первых видео было слышно, как когда при выжиме сцепления писк такой происходит. Скорее всего, это об маховик и терся вал. Дальше здесь вот по сальнику вроде бы со стороны сальника не видно, чтобы масло текло, а именно, я так понимаю, под фланецом через шлицы масла, потому что вот видно, что колодки тоже в масле. Ну, это чуть-чуть сыроват, но это могло отсюда, потому что барабанчик весь в масле был. Ну, это я на герметик посажу, должно держать. Так, повернуть назад. В самой кабине места для маневра много. Ну, вот видно, здесь вот чуть-чуть масло вот блестит. Значит, оно подтекало и, скорее всего, в сцепление попадало. Может, из-за этого он буксовало сцепление. Ну, не знаю. В общем, я сниму и потом посмотрю. Уже 3 года почти езжу, как буксует сцепление. А надо же когда-то сделать. Так, снял колокол. И что мы тут видим? Видим тоже потеки масла есть. Так, выжимной вращается. Здесь масло. И здесь масло. Но это, скорее всего, от бачка от гидравлики. Потому что сама корзина сухая. И там диск сухой. Нету на них масла. Что я вот думал, что сюда попадает масло, поэтому буксует сцепление. И все-таки здесь еще сухо. Ну, сейчас разберу, сниму корзину и посмотрю, что там с диском. Наметил. Так, где тут? Видно будет. Вот таким народным способом, зубилом. Здесь вот песок какой-то на корзине. Тут пластинки. Вот один болт остался. И что-то там непонятное. Вот. Не то подшипник, не то. Вообще не пойму, что это выскочило там. Возможно, подшипник с маховика. Ну, сейчас сниму, посмотрим. Так, сейчас попробую аккуратно снять. Не знаю, удержу я одной рукой или нет. Вот так вот. Вот, чтобы видно было. Ага. Все, тут снял. И вот он, подшипник. Он... Чего-то он открытый, тут подшипник, я не знаю. И, в общем, он оттуда выскочил. Вот он. Ну, не болтается. И смазка в нем есть. Ну, там песок вот какой-то. Ну, это не песок, а грязь такая, как солидол старый. В общем, что здесь? Так, вот я пытаюсь посветить и посмотреть за маховик. Ну, не видно, чтобы там масло было. Это с подкоренного
там сухо. Если бы было там масло, то маховик, венчик весь бы был в масле. А так вот только что снаружи, что вот с гидробака натекает и сюда вот стекает потом. Ну, в принципе-то все нормально. Вот я не пойму, чего подшипник открытый этот. Ну, сейчас я его промою, посмотрю. Так, и диск. Ух ты. Это мы сюда положим, чтобы достать. Диск. Какой стороной, чтобы запомнить. Ну, феридо тонкая. Корзина, ну, в принципе, нормально. Корзина гладкая. И маховик тоже гладкий, без выработки. Вот только диск. Пружина поломанная. Вот она рассыпалась. Одна. Эти целые. Ну, вроде мне сказали, газелевский диск подходит. Я не знаю, стоит или нет ставить. Вот я сейчас по феридо посмотрю. Здесь как бы и тонкая. Итак, все эти диски одинаковые по шлицам. Я не знаю. Как вам показать? 42,16, 160, 130, 42. Этот диск большой, вот это родной. Вот он, ФНС. Этот диск, он, вот он, намного больше. Этот диск, он чутка больше. Вот я его могу корзину примерить, но я не знаю даже откуда какой диск. Этот вроде бы волговский. А вот он чутка меньше. Он как бы и станет. Но вот если сравнить, здесь шире плоскость феридо. Вот так его, вот так становится. Все, он там вращается нормально, ну, не цепляется вот этими пружинами ничем. Интересно, что одна тонкая пружина и остальные вот толстые. Но это родной. По толщине, конечно, этот хоть и бэушный, но видно, что толще. Так, как вам показать? Вот так вот. Цвета. Вот так вот. Заказал вот диск сцепления. Что тут? Ну, китайский. В общем, привезли быстро. Вечером заказал. Уже к обеду следующего дня забрал. Ну, такой самый. Как бы, что тут рассматривать, пружины также расположены. Он, видно, что немножко феридо потолще. Ну, в общем, поставлю, а там буду смотреть дальше. Заодно сделаю небольшую ревизию. Вот видно шестерняком, которую я ставил УАЗовскую. Ну вот видно, да? Хоть оно и в масле. Видно, что зубья целые. И это 2 сезона он с копалкой работал. Ну, в целом нормально. А мне просто нужно снять первичный вал, чтобы отцентрировать сцепление. Покажу вам, где терла вал об маховик. Вернее, это уже об коленвал. Это первичный вал. Вот я его подточил. И хочу попробовать поставить вместо одного
Два подшипника родной, вот там место есть. И новый. Родной. Но здесь стояла вот такая шайба. Ну, шайбу я уже ставить не буду. Но можно по ей постукать. Главное, по пальцу не попасть. Но попадаю. Так вот. Вот трубой. Вот они, в принципе, стали. Стали два. Сейчас посмотрим, как оно что. Первичный вал. Ну, все, заходит. Главное, что он выходит. Входит и выходит. Так вот насадил первичный вал на диск. И где-то тут я отмечал. Ну ладно, я потом поверну. Чтобы... Где же тут стукол? Вот она. Так, вроде бы. Ну все, можно наживлять, а потом болтать первичный вал. Вот, я вынимаю первичный вал, и вот он легко уходит. Думаю, проблем не будет больших с установкой КПП. Наварил вот здесь и рабочую зону, где выжимной ходит. Немножко была выработка. Ну и сейчас поставлю. Да, здесь шайба была большая, и как-то я сразу тогда не обращал внимания, не доходила вилка до самого края. Возможно, просто не отжималась до конца сцепления корзина. Ну, конечно, это не точно. Не очень-то здесь удобно под трактором. Ну, не знаю. Может, что будет видно. В общем, ребята, тальки нету. Понагородил тут, ну, с ремнем. Подцепил, поддонкратил. И теперь донкратом вот разжал. Все, коробка стала на шпильке.
Сейчас наживлю хотя бы по одной гайке. Какая тут, чтобы не соскочила. Вот по одной. По одной гайке наживлю, а потом уже домкрат уберу. Одному неудобно, но во всяком случае можно. И вот где он там на шпильке не садится. Вот. Все, коробка села. Можно теперь ключами зажимать. Вот от руки. Ну, а потом уже пережму и по граверу подложу. Хотел руками поднять. Фига с два. Тяжеловато. Да и неудобно тут. Не в газоне, короче, в кабине. Ну что ж, руль вот дальше. поставил с аудюхи. Сейчас он повыше стал и удобней. Мягче тут. Ну, все равно плетку хочу поставить. Так. Сам процесс вы видели. Ну, не вытягивает трактор на холостых. Сейчас попробую. Газку надо давать на второй. Ну, заводится херовато. Вот задняя. Вот это на второй было. Сейчас опять назад отъеду. Коробка скуголит газоновская, без колика. Третья. Ух ты, не вытягивай. Разгон наберу. Первая, третья. Ну вот, он трогается сейчас на третий. Все пооткрылось. Но уже на четвертый палец сцепления я не буду, только поменял. Вот сейчас на первой. Выехать бы на улицу, конечно. А на второй он трогает. Ну это барабанчик колодки чертит, так он попискивает. Так, лом проверил. У меня вот тут рычаг лом.
машины. Ну, я не знаю. Так-то вроде бы и вот в самом начале оно как-то. Ну, работаете, то хорошо. Насос. Кстати, я топливный другой ставил, покупал. Ну, тоже бэушный, тоже его особо не проверяли. Ну, как бы с рабочей машины машину заводил. Ну, виной всему компрессия. Ну, этот сезон отработаем, а дальше капиталить будем. Вот такое видео сегодня, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментарии. Всем здоровья, удачи, мирного неба и до новых встреч.